Привет, я Анна, я приветствую вас на моем канале. Я хочу сегодня с вами прогуляться по заснеженному парку и поговорить, кто я такая и почему начинаю мой канал. Поехали! Сегодня очень холодно, но так как подобная снежная погода в Ташкенте редкость, то я решила не упускать возможность полюбоваться этой красотой и поделиться ею с вами. Он был создан в середине 20 века и занимает площадь 80 гектар. В 1995 году на части его территории был создан зоопарк. На территории сада создана обширная коллекция растений. Однако из-за отсутствия надлежащего ухода и доступа большого количества людей в неограниченном количестве, эта коллекция находится под угрозой исчезновения. Кроме того, государство не заботится об этом саде и есть большая угроза его закрытия. Но несмотря на это, здесь замечательно гулять в любое время года. Можно наслаждаться природой, тишиной и чистым воздухом, потому что в остальном городе он гораздо более загазированный, чем здесь. Вы можете арендовать велосипед или самокат и покататься вдоволь. Также вы можете купить себе напитки, снеки и прогуляться таким образом по парку, наслаждаясь видами и природой. Здесь гуляют парочки, устраивают пикники, ходят на пленэр художники. Я, кстати, тоже ходила на пленэр в этот сад. Также здесь проводят съемки для клипов и различных видео. Сюда любят водить школьников на экскурсии и прогулки. Это излюбленное место отдыха. При этом цена за вход очень мизерная, всего лишь 10 тысяч сум. Это примерно $1, что очень низко для такого прекрасного места. Здесь достаточно живописных уголков, которыми хочется любоваться и любоваться, отдыхать, наблюдая прекрасные виды и слушая птиц в тишине. Наверное, здесь нет такого уголка, который еще не сняли, не сфотографировали или не зарисовали, потому что это действительно прекрасная декорация для любого фото, видео и картины. Жаль, что в Ташкенте сейчас остается все меньше и меньше таких замечательных клочков природы, где есть свежий воздух, есть птицы, животные, деревья, тень, прохлада и наслаждение, единение с природой и созерцание. Все больше становится каменных джунглей, домов, дорог, машин и загрязнения воздуха, и все меньше и меньше природы. Ну а теперь я предлагаю немножко передохнуть, буквально пару секунд, и я расскажу о себе во второй части этого видео и зачем мне нужен YouTube канал. Оставайтесь, не переключайтесь. Продолжайте приятно проводить время с этим видео. Надеюсь, вам понравилась эта мини-экскурсия. А теперь немного обо мне. Я Анна и уже год живу в Ташкенте. Сюда я переехала из Мариуполя по известной причине. Я уже несколько лет занимаюсь живописью и решила наконец-то начать продавать свои работы и популяризировать их.
Работы, которые я создавала, хранятся на моей страничке в Фейсбуке. Ссылку на нее можно найти в описании к видео, а также я ее прикрепляю на экране. Я и раньше пыталась продавать свои картины, однако делала это только в торговом центре в Мариуполе. И сейчас я хочу изменить эту ситуацию. Я хочу снимать об этом видео на YouTube. Я хочу публиковать свои работы в Инстаграме и всячески продвигаться для того, чтобы большее количество людей знало о моих работах, видело их и могло приобрести их себе на память. Чему я буду очень-очень рада. Кроме того, меня увлекают путешествия. Мне нравится ездить куда-то, перемещаться, что-то видеть, новое, бывать в новых местах, пробовать что-то новое, узнавать что-то новое. А особенно мне нравится это все фотографировать. Наверное, по моим фотографиям можно уже составить целую книжку о моих путешествиях. Пусть их даже было не столько много, как бы мне хотелось. Порой мне кажется, что телефон – это продолжение моих рук. И я успеваю снять быстрее, чем успеваю нарисовать. Я обожаю книги гораздо больше, чем фильмы. И мне бы хотелось когда-нибудь собрать целую библиотеку из книг. А также животные, кулинария и актерское мастерство. Этой осенью я прошла 3-месячный курс актерского мастерства, и это настолько впечатлило меня и вдохновило, что теперь я хочу попробовать себя и в постановке пьесы, для того, чтобы понять, хочу я идти дальше в эту профессию или нет. Все эти темы находят отражение в моем инстаграме. Ссылку на него можно также посмотреть в описании к этому видео, а также я прикрепляю ее на экран. И я бы очень хотела отразить все эти темы и здесь, в моем видеоблоге. Но я пока не знаю, как это сделать. Как скомпоновать их так, чтобы это было интересно и не перегружало контент, чтобы не было засоренности, хаотичности и непонятности. А как бы вы совместили эти темы или не совмещали бы вовсе? А еще у меня в детстве была любимая забава – это написать сказку. Мне очень нравилось развлекаться таким образом. У меня даже получалось это делать со своим своеобразным уникальным стилем. Сейчас я периодически пишу сказки в виде сказкотерапии. Мне нравится играть со словами, с текстом и придумывать всякие истории. Мне бы даже хотелось бы написать свою собственную книгу. Я пробовала себя в написании стихов. И как-то даже опубликовалась в маленьком сборнике стихов. Это был потрясающий опыт, как и был потрясающий опыт чтения стихов на публике. Пусть я даже и волновалась, но это было чудесно.
Меня настолько увлекает игра со словами, что я даже несколько лет подряд писала рецензии на фильмы и публиковала их на Кинопоиске. Кстати, их можно прочитать, и если хотите, я прикреплю ссылку на них. Как я сказала ранее, я занимаюсь живописью, но я не профессиональный художник, и базу получала на кружке у потрясающей учительницы. А по образованию я менеджер туристической индустрии, но не работаю по этой специальности. Если честно, меня не очень привлекает перспектива отправлять куда-то людей, а самой оставаться на месте. Я бы поехала вместо них сама, и это мне бы гораздо больше порадовало. На этом канале я хочу делиться теми моментами, которые зацепили меня, показывать свое творчество и фиксировать свой процесс развития. Наверное, в какой-то степени я бы хотела превратить это в блог, в своего вида видеодневник. Скажите, вам было бы интересно смотреть такой видеодневник, в котором бы раскрывались все вышеупомянутые мною темы, а также показывался мой обычный день и другие занятия? А тем временем наша небольшая прогулка по саду подходит к концу. И мне только остается надеяться, что вам понравилась наша с вами прогулка, а также мой рассказ. Мне бы хотелось получать обратную связь от вас в виде комментариев, лайков и подписок, что позволит мне развиваться, а также даст пищу для поиска новых тем, идей и того, как стать лучше и интересней именно для вас. Оставляйте ваши вопросы и предложения, если они у вас появились. Я буду рада их прочитать и ответить на них. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам хорошего и до новых встреч!